Всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем готовить моченые яблоки. Их мы будем делать с использованием ржаной закваски, поэтому у кого закваски нет, я настоятельно вам рекомендую пройти для начала бесплатный курс новичкам про закваску. Ссылочка будет находиться под видео в описании. Можете зарегистрироваться, пройти уроки, а затем уже приступать к приготовлению моченых яблок. Моченые яблоки мы будем готовить два вида. Одни яблочки будут с листьями мяты замочены, а вторая партия у нас, вторая банка будет с листьями базилика. Вы, конечно же, можете экспериментировать, добавлять разные листочки, так как вам больше нравится. Можно сделать классические моченые яблоки без листьев вообще. Я начала подготавливать яблоки. Для мочения подходят сорта зимние, поздние. Вот идеально Антоновка, как у меня. Я сейчас уже начинаю перемывать, готовить. Важно, чтобы яблочки у вас были сорваны с дерева, не упавшие, не битые. Идеально, если вы оставите их на недельку полежать, понаблюдать за ними, посмотреть. Вот, например, видите, пока везли, могут вот такие вот местечки обнаружиться. Такие яблочки лучше не мочить. То есть они должны быть абсолютно не поврежденные, целые, чистенькие. Очень внимательно к этому вопросу подойдите, проверьте. Также вот эти вот черешки, их желательно тоже оторвать. Если вот глубоко сидят, сложно их вынуть, тогда уж ладно. А так вот желательно вот эти вот сами штучки их вынуть. Вот где смогла, я оторвала. Значит, я еще для мочения буду использовать мяту. Мята у меня уже сухая. Можно использовать вишневые листья, можно использовать листья смородины. Осенью листья смородины не очень уже такие все свернувшиеся, не очень хорошенькие. Поэтому если вы планируете мочить яблоки по осени, то имеет смысл летом нарвать листьев смородины и отправить их в морозилку, либо засушить. И тогда уже при мочении вы их достанете и используете. Я хочу приготовить с мятой. Бабушка у меня делала с ржаной соломой, мочила яблоки. Можно, в принципе, найти, можно использовать и этот способ. На дно выстилается ржаная солома, вверху вашей банки или катки тоже выстилается соломой, и вот в таком виде яблочки бродят. Я буду заменять ржаную солому на ржаную закваску. Так будет быстрее, проще и, я думаю, удобнее. Приготовим баночку. Она должна быть чистая, не обязательно ее ошпаривать. Просто хорошенечко вымоем и укладываем яблоки. Самое важное при мочении – это правильно сделать заливку, правильно сделать сироп. И приготовить так, чтобы у нас было этого сиропа в избытке. Потому что у нас яблоки будут напитываться водой, и его необходимо будет доливать. А пока я укладываю яблоки, немножко добавляю листиков мяты, так чтобы у нас они были по всей баночке распределены. Значит, моченые яблоки готовятся долго, поэтому если вы хотите сделать много, то вам, конечно же, стоит взять несколько банок, и все пропорции для заливки нужно будет увеличивать. Стараюсь уложить максимально плотно. Удобно, кстати, использовать яблочки, когда они небольшие. Ну, как-то так. Пропорции для заливки будут следующие. Значит, я взвесила, отмерила 2 литра воды. Нам нужно сюда теперь растворить, добавить 1,5% соли и 2% сахара. То есть, если вы делаете, например, больше, да, если на 2 банки берете, 2 литра уже вам будет мало, значит, мы увеличиваем, делаем либо 4, либо даже 5 литров. И, соответственно, от 4 или от 5 литров мы высчитываем 1,5% соли и 2% сахара. Значит, от моих 2 литров 1,5% соли, это получается 30 грамм. Я сразу сюда добавляю. Соль обычная, крупная. Соль нужна для того, чтобы у нас брожение пошло по правильному пути, чтобы у нас ничего там плохого не завелось, чтобы не заплесло. Это своего рода защита. И сахар.
Сахар 2%, это от 2 литров получается 40 грамм. Можно немного нагреть, чтобы побыстрее у нас растворилось получше, но тогда затем не забыть остудить, потому что если мы зальем горячим вот этим рассолом наши яблоки, то все у нас бактерии погибнут, и закваску нельзя будет использовать. Поэтому, если мы подогреваем немного, чтобы все растворить как следует, то затем нам нужно остудить до комнатной температуры. А также 2 литра это с запасом. Я надеюсь, что у меня получится так, что останется лишний рассол, лишняя вода, и я буду его же доливать, поставлю пока в холодильник, а затем буду по мере необходимости доливать в банку. Можно сделать там, допустим, на литр, на 1,5, и если будет необходимость, ну, скорее всего, она будет, подваривать еще, да, то есть готовить рассол дополнительно. Итак, будем заливать наши яблочки. Водичка у нас, сироп наш сваренный, рассол, как правильно его назвать, уже остыл. Я буду использовать ржаную закваску. Можно, наверное, использовать и пшеничную, но поскольку бабушка использовала именно ржаную солому, то и закваску я буду использовать ржаную. Добавляю сюда банку, а затем уже заливаю водой. Закваски пол столовых ложки больше не нужно. Нам закваска нужна в данном случае как источник кисломолочных бактерий и дрожжевых культур. Если вы делаете в ведре или в какой-то катке, важно яблочки, чтобы у вас не всплывали. То есть гнет поставьте, но гнет нужен именно не для того, чтобы вам утрамбовать. А вот видите, они поднимаются наверх, всплывают, чтобы яблоки были полностью в воде, да, то есть чтобы они вот так вот не вылезали у нас, не всплывали. Поэтому либо, если вы делаете так же, как и я, в баночке, тогда нужно будет закрыть крышкой, чтобы яблоко туда вниз, либо что-то положить вам так, чтобы оно погрузилось. Для того, чтобы яблочки у меня не убегали, не всплывали, я приспособила туда вот такую вот пластиковую крышку и буду доливать при необходимости водичку. Сверху крышку я тоже немножко вот так вот положу, чтобы у меня ни мухи никакие не налетели. Но тем не менее у нас все равно все это здесь будет вытекать. Не бойтесь, поставьте баночку в теплое место и в какой-нибудь тазик, так чтобы все, что будет вытекать, у нас не пачкало вокруг. Значит, смотрите, у меня остался 1 стакан вот этого рассола, и я его буду сюда добавлять. Посмотрю, проверю через сутки, потом через 2 дня. Обязательно нам он понадобится для того, чтобы доливать. Его убираем пока в холодильник. Вот такая получилась у меня конструкция. Значит, сейчас нам важно обеспечить температуру от 16 до 22-23 градусов. Сильно жарко делать не нужно, не надо нам 30 градусов, иначе очень быстро здесь все процессы пойдут. Нам вот желательно в этом температурном интервале 16, 22, 23 градуса. Поставьте куда-нибудь в темное место, так чтобы это не было на солнышке, можно в кладовку, можно куда-то просто вниз, под стол. И следите за тем, чтобы у вас яблочки были покрыты водой. Итак, значит, посмотрите, у меня прошел 1 день, я сделала еще одну баночку за кадром, то есть вот эту баночку мы делали вместе, яблоки с мятой, а здесь у меня будут яблочки с базиликом, и цвет даже, видите, немного такой красноватый. Значит, смотрите, у нас образовался и в той, и в другой банке как бы воздушный такой пузырь, да, то есть мы видим, здесь у нас водичка есть, она выливается, выплескивается в тазик, а здесь вот прослойка воздуха, нам она не нужна, нам нужно этот воздух выпустить. Так, чтобы у нас яблоки были покрыты именно жидкостью. При необходимости, соответственно, мы доливаем тот рассол, который у нас остался, но следим за тем, чтобы у нас яблоки не находились на воздухе. Вот такие дела. Доливать я пока не буду, проверю еще через несколько часов, посмотрю, но пузырьки идут, процесс идет, все у нас хорошо. Вот, послеживаем. Значит, яблоки будут бродить
несколько дней, может быть дня 3, может быть дней 5, зависит от температуры. Чем теплее, тем быстрее. Если у вас яблоки стоят в прохладном месте, градусов 16, то, скорее всего, 4-5 дней потребуется. Ну, примерно вот по времени, как капуста квасится, вот так же и яблоки мочатся. А затем уже мы будем убирать их в холодильник. У меня закончился, ну, я считаю, что подошел к концу первый этап приготовления моченых яблок, когда они выдерживаются при более теплой температуре. Яблочки у меня постояли 6 дней, я долила весь рассол, в принципе, в них, у меня все ушло. И вот эти яблоки, смотрите, изменили цвет, те, что с базиликом, а те, что с мятой, ну, вернее, сам вот этот вот раствор, он стал более красноватый, а те, что с мятой, они вот в таком виде, прозрачненькие. Мне нравится запах и тех, и других яблок. Значит, по поводу готовности, как узнать, достаточно, недостаточно. 6 дней у меня прошло, и я решила, что этого достаточно, поскольку я использовала закваску. Закваска у меня очень хорошо дала старт, и яблочки стали хорошо быстро бродить. В принципе, я могла вчера уже убрать банки в холодильник, но у меня было занято там молоком, и поэтому я оставила еще на 1 день. А так, в принципе, вот по времени где-то от 5 дней и до 10. Чем у вас прохладнее, тем, соответственно, дольше. А чем теплее, жарче, или там, если вы больше закваски положили, то понадобится времени гораздо меньше. Как же понять, что первый этап завершен и их можно убирать в холодильник? Это они немножко поутихнут. То есть если вот первые там несколько дней они будут активно всплывать, у вас выдавливать воду, то вот, например, уже вчера я заметила, что не так активно идет углекислый газ, не так активно яблоки бродят. Это значит, что сахара, скорее всего, уже все израсходовались и уже потихоньку будут образовываться кислоты. Чтобы этого избежать, затормозить процесс, мы убираем яблоки на холод. А вообще есть такая информация, вот у меня от бабушки осталась, и я встречала в интернете, что на холоде яблоки должны простоять 40 дней. Но, честно говоря, мне кажется, это вот не обязательно. Я планирую их через недельку, через 2 попробовать уже эти яблоки. Вот. Но если вот как хотите, то придерживайтесь этой рекомендации. То есть, что яблоки созревают через 40 дней, либо от начала приготовления, либо нахождения на холоде. Вот такой вот средний период, 1,5 месяца. Одно яблочко достаем из банки, которые мочились с базиликом. И еще одно будем пробовать вот отсюда. Так, здесь крышка плотнее. Вот смотрите, яблочко не уследила я, оно потемнело. И вот такое лучше не есть. Доставайте то, что не контачило с воздухом, не касалось. Запах, если честно, мне больше всего нравится мятный. То есть вот из этой банки, которая заквашивалась у нас с мятой. С базиликом тоже интересный, но вот как-то мята, он прям такой настолько свежий, настолько интересный получился. Я прям в предвкушении, в нетерпении. Ну что, будем пробовать. Сначала будет яблочко с базиликом. Как в детстве. Очень вкусное. Базилик, в принципе, на мой взгляд, неуловим, потому что настолько яркий вкус моченых яблок. Вот это вот кисло-сладкое такое послевкусие. Очень здорово. Так, ну что тут у нас с мятой? Яблоко с мятой, оно просто так божественно пахнет. На вкус очень похоже, но запах немножко различается. Очень здорово. Я бы так съела. По применению моченых яблок, значит, смотрите, конечно же, вы можете просто доставать в день по 1-2 яблочка, просто съедать.
Я думаю, сейчас я еще одну партию поставлю, они у нас быстро закончатся. Но также вы можете использовать моченые яблоки в качестве гарнира. Я хочу попробовать запечь с курочкой или можно с, ну, естественно, там утка, индейка. Я думаю, это будет вообще супер прям сочетаться. Слегка такой кисло-сладко-солоноватый вкус. Запах антоновки сохраняется, при этом мята, запах мяты очень выражен в тех яблоках, которые у нас замачивались с мятой. Я думаю, будет супер классно еще сделать листьями черной смородины. К сожалению, сейчас у меня уже не получится, потому что листья уже повяли, листья желтые, их не получится добавить. Но в следующий год обязательно еще попробую сделать с черной смородиной. То есть вы можете яблоки просто так есть, можете подавать их и использовать, например, я думаю, в салатах запросто резать. И также, конечно же, вы можете использовать их как гарнир, запекать вместе с птицей, будет совершенно замечательно. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на мой канал, у меня много полезного. И, конечно же, делитесь в комментариях, как у вас получилось, если вы тоже вместе со мной замачивали или планируете приготовить моченые яблоки. Ну, сейчас мы отрежем вот эту для дегустации. Значит, вы также можете использовать... Можно запекать не рядом, а вместе. Я думаю, что вполне можно потушить. Что у меня сегодня?